Добро пожаловать в очередной выпуск комиксов по Звездным войнам. Сегодня мы отправимся на Татуин, песчаную планету, которую так не терпелось покинуть Скайуокерам. Вскоре после уничтожения гигантской боевой станции, известной как Звезда Смерти, Люк вместе со своими друзьями Ханом, Леей и Чубакой отправились на Луну Саймон-1, где проникли на имперский оружейный завод с целью его уничтожения. Но их планы сильно поменялись с прибытием Дарта Вейдера. Все еще веря в то, что Темный Лорд Ситхов – убийца его отца, Люк сошелся с врагом на световых мечах, но был быстро обезоружен. Приготовившись его убить, Вейдер внезапно обнаружил, что узнает световой меч в своих руках. В прошлом он сам собрал его, еще будучи джедаем. Темный Лорд замешкался, не подозревая, что перед ним его сын Люк, который и уничтожил Звезду Смерти. Благодаря этой заминке, а также помощи своих друзей, молодому Скайуокеру удалось избежать смерти и успешно завершить миссию, взорвав реактор оружейного завода. После чего тысячелетний Сокол с повстанцами на борту благополучно покинул Луну. Проводив корабль взглядом, Темный Лорд осознал, что этот мальчишка и был последней надеждой Оби-Вана, ради которого он пожертвовал своей жизнью на Звезде Смерти. Вейдер принял решение во что бы то ни стало найти его и сделать своим оружием, напомнив умершему джедаю, что темная сторона всегда побеждает. Друг, если тебе нравятся подобные видео, то прямо сейчас подписывайся на канал, чтобы в будущем не пропустить выход новых роликов, а мы продолжаем. Когда все закончилось, Темный Лорд вернулся в императорский дворец на Корусант, где доложил о случившемся своему учителю Дарту Сидиусу. Тот упрекнул Вейдера и поставил ему в вину эти провалы Империи, уничтожение Звезды Смерти и крупнейшего в галактике оружейного завода Альфа на Луне Саймон-1. Что, конечно же, самым негативным образом сказалось на возможностях имперской военной машины. В наказание за свои промахи Темный Лорд был лишен части полномочий и отправлен на Татуин для прямых переговоров с Джаббой. Со своей стороны, Вейдер решил не сообщать своему учителю ни о молодом повстанце, обладавшем силой, ни о своих подозрениях насчет того, что он был последней надеждой Оби-Вана. Прибыв к Джаббе за день до официальных переговоров, Темный Лорд попросил организовать ему встречу с двумя лучшими охотниками за головами, услугами которых пользовался сам Хат. Ты клиент? Да, а вы лучшие, кто есть у Джаббы. Готовы принять вызов, охотники за головами? Дай нам задание, и сам все увидишь. Пилот Крестокрыла. Он знал Оби-Вана Кеноби. Улетел с этой планеты на корабле Тысячелетний Сокол. Я знаю этот корабль. Живым или мертвым? Живым. Он мне нужен. А черный Крсантон? Нужно проследить за одним агентом. Он выполняет тайное задание Императора. Я хочу знать, какое именно. Не подведите меня. Подведу, только если ты за это заплатишь. Я найду парня, а черный Крсантон доставит агента. Возможно, у него не будет пары конечностей, но ему не уйти. Хорошо, тогда приступайте немедленно. Я и так уже слишком задержался на этой планете и закончил здесь все свои дела. Тем временем Люк осознает, что до настоящего мастерства во владении силой ему предстоит еще многое узнать. В поисках ответов на свои вопросы он возвращается домой на Татуин. Во время путешествия через Юндлендскую пустошь к дому Бена Кеноби, Скайуокер признается R2, что понятия не имеет, найдут ли они там хоть что-то, но идти ему все равно больше некуда, поскольку все свои скромные знания о силе и джедаях он получил именно от Кеноби. Иногда Люк слышит его голос в своей голове, и в такие минуты он не понимает, почему Бен просто не скажет, что ему делать дальше. Погруженный в свои мысли, молодой Скайуокер еще не знает, что вскоре ему предстоит столкнуться с самым опасным охотником за головами в галактике, который по приказу Дарта Вейдера уже приступил к выполнению своего задания.
Боба Фетт знал, что Соло, которому принадлежал тысячелетний сокол, часто бывает в Мос-Эйсли, поэтому и решил начать свои поиски именно оттуда. Вскоре Фетт нашел группу из 4 радианцев. После того, как он выяснил, что они не знают, куда сбежал Соло, Боба потребовал рассказать ему все, что им известно о человеке по имени Кеноби. Один из радианцев ответил, что тот был просто безумным старым колдуном, живущим за городом в Дюнном море, после чего спросил, почему Фетт его ищет. Вместо ответа охотник за головами направил на него свое оружие, заявив, что Кеноби мертв и что он один будет задавать здесь вопросы. Как только Боба понял, что у радианцев нет нужной ему информации, он расстрелял их из бластерной винтовки и отправился на поиски тех, кто мог сообщить ему хоть что-то полезное о его цели. Далее он наткнулся на группу Джав, которых также убил, не получив ответов на свои вопросы. Такая же участь постигла и семью фермеров, выращивающих влагу. Когда все его усилия оказались бесполезными, Боба Фетт направился в местную кантину, где собиралась большая часть подонков и злодеев со всего Татуина. Войдя внутрь, Боба встал в самом центре, после чего обратился к присутствующим. Итак, прежде чем мы начнем, никто не хочет что-нибудь сказать? Внутри кантины повисла напряженная тишина. Ты, молотоголовый, говори. Знаешь мальчишку? Он пилот. Я общался с Беном Кеноби. Единственный мальчишка здесь. Ты, Фетт. Кто это сказал? Я. Отлично. Итого, я только что оторвал этой твари одну лапу и сломал 2 другие. Кто назовет мне имя мальчишки? 3 лапы сломано. Мне нужно... имя. Мы не знаем, Фетт. Не так давно Кеноби пришел сюда с неизвестным мальчишкой. Вроде как фермер. Мы его не знаем. Никто не знает. Эй, поосторожней тут! Не бейте меня! Я ничего не знаю! Знаешь достаточно, чтобы бежать. С этого и начнем. Скайуокер! Его зовут Люк Скайуокер! Это он тебе нужен! Я клянусь! Кто он такой? Работает на влагодобывающей ферме и гоняет на лэндспидере. Живет с дядей и тетей. Часто ошивался с Миксом на станции Тоши, и мы звали его Червячком. Пожалуйста, не бей меня больше. Я видел его в Мос-Эйсли со старым Беном Кеноби. Слышал, что они пытались покинуть планету. Заветной мечтой Люка было убраться с этой кучи песка, как и у всех нас. Я просто хотел выпить 1 стаканчик. Прошу, я рассказал все, что знаю. Можно я пойду, мистер Фетт? Да, можешь идти. Получив всю необходимую информацию, Боба Фетт покинул кантину. Наконец-то он узнал имя своей цели. Парня звали Люк Скайуокер. И теперь ему предстояло найти и доставить этого человека Дарту Вейдеру. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.